Эта овечка вяжется моментально, очень быстро, очень легко и очень даже красиво. Надеюсь, вам она нравится, поэтому приступаем. Приступаем к вязанию тела овечки. Набираем 7 воздушных петель. Со второй от крючка провязываем 5 столбиков без накида. Дальше в следующую крайнюю мы провязываем 3 столбика без накида. У нас получился разворот. Дальше провязали 4 столбика без накида. И в крайнюю провязываем прибавочку. И соединительный столбик. Первый ряд готов. Теперь провязываем второй ряд. Воздушная петля, прибавочка. За задние полупетли мы будем вязать весь ряд. 4 столбика без накида. Дальше 3 прибавочки. 1, 2 и 3. Дальше провязываем 4 столбика без накида. И 2 прибавочки. 1 и 2. Соединительный столбик. Третий ряд мы с вами тоже будем вязать за задние стеночки. Вяжем воздушная петля, столбик без накида, прибавка, четыре столбика без накида, все за задние стеночки. И теперь провязываем столбик без накида, прибавка 3 раза. Теперь вяжем 4 столбика без накида. И провязываем столбик без накида, прибавочка 2 раза. Соединительный столбик. Вот такое тело заготовочка у нас с вами получилось. Теперь можно либо отсюда по краю провязывать, шерсть будем делать такую вот всю волнистую, либо серединки. Я люблю больше серединки, поэтому здесь делаю
такое окончание косичкой. Соединяю. Все, эту ниточку можно запутать и обрезать. Так. И теперь я буду начинать вязать вот с этих. Видите, у нас есть петелечки, вот здесь остались, серединка. Прихватываемся. И вяжем 5 воздушных петель. Вот это вот сразу можно вывести на заднюю сторону хвостик. Все. Так, 5 воздушных петель. И теперь провязываю соединительный столбик. И так дальше. Классический вариант оформления шерсти для овечки. Ну вот я пройду сейчас посерединке немножко. Смотрите, мы прошли серединку. И теперь будем провязывать вот за вот эти вот полупетли, которые у нас с вами остались. Поэтому плавно переходим. Соединительный столбик, 5 воздушных петель. И так мы вяжем полностью все 3 ряда. Я думаю, с этим вы справитесь. Это такая долгая, кропотливая работа. Поэтому первый, второй и третий вы провязываете самостоятельно. Вот такое тело у нас с вами получилось. Приступаем к вязанию головы. Набираем 5 воздушных петель. Дальше провязываем 3 столбика без накида со второй. В крайнюю провязываем 3 столбика без накида в одну. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Это уже в обратную сторону мы идем. И вот сюда вот в крайнюю мы провязываем прибавочку. И делаем соединительный столбик. Где она у меня? Вот. Соединительный столбик. Первый ряд у нас готов. Переходим ко второму. Провязываем воздушная петля, прибавочка, столбик без накида,
полустолбик с накидом, прибавочка, столбик полустолбиками с накидом, прибавочка полустолбиками с накидом. Одна. Мы ее связали. И дальше в одну, вот сюда, это получается у нас средняя, провязываем 3 полустолбика с накидом. И дальше вяжем в обратном порядке. Прибавочка полустолбиками с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и 2 прибавочки столбиками без накида. Делаем соединительный столбик. Второй ряд мы с вами связали. Переходим к третьему. Провязываем соединительный столбик вот сюда. То есть вот не в ножку, а в соседнюю. Соединительный столбик. Набираем 5 воздушных петель. Это у нас будут ушки. И дальше по цепочке мы провязываем 2 полустолбика с накидом, столбик без накида, вот сюда вот соединительный столбик. И теперь сюда ниже еще один соединительный столбик. Вот такое ушко у нас есть. Теперь смотрите, разворачиваем наше вязание и переходим вот сюда за ушком. Возвращаемся, получается. Провязываем соединительный столбик и еще 3 соединительных столбика. Итого у нас будет 4. Значит, у нас 1, 2, 3 и 4. Видите, мы с вами вернулись, и здесь будем вывязывать второе ушко. Такая вот овечка. Вяжем 5 воздушных петель. Со второй от крючка мы провязываем 2 полустолбика с накидом, столбик без накида и соединительный столбик. Одно ухо, второе. И дальше закрываем вязание соединительным столбиком. Продолжаем заниматься мордочкой. Здесь нам теперь нужно вывязать тоже ей шерсть. Поэтому присоединяюсь. И провязываю 4 воздушные петли. Это вот только за передние стеночки. Соединительный столбик.
4 и так дальше. Так. И сделаем с вами еще один рядочек. То есть присоединили вот 4 и дальше переходим на задние. Вот тут у нас есть полупетли. Их немного тяжело достать. Но они здесь есть. Наверное, вот так. Пройдусь. Соединительный. Соединительный. И соединительный. Ну, вот смотрите, как для меня так в челочке вполне достаточно. Если хотите более пышную челку, можете пройтись еще. Такая хорошая. Все, обрезаем ниточку и запутываем. Вот я из фетра вырезала 2 маленьких таких кружочка. И мы их будем приклеивать. Так, вот такие глазки. И теперь приклеиваем черненькие. Тут уже располагайте, как вам хочется, куда они будут смотреть, вверх, вниз, косить или еще как-то. Это уже ваша фантазия. Так. Ну что, косоглазенького сделаем. Вот так. И последний такой у нас штрих. Вышьем такой носик. И вот сюда, в серединку. Все, теперь ниточки прячем, соединяем, закрываем и обрезаем. Наша мордаха готова. Забавная. Приступаем к вязанию ножек. Набираем 9 воздушных петель. Во вторую от крючка вяжем соединительный столбик. Теперь провязываем 7 воздушных петель. В третью от крючка провязываем полустолбик с накидом, еще один полустолбик с накидом и 3 столбика без накида.
Вот сюда в основание вяжем соединительный столбик. Провязываем 7 воздушных петель. В третью вяжем полустолбик. Повторяем все как в первой. Еще один полустолбик с накидом. И 3 столбика без накида. Провязываем 4 столбика без накида. Вот смотрите, у нас 2 ножки есть. Теперь вяжем 7 воздушных петель. Два полустолбика с накидом с третьей петли. Три столбика без накида. Сюда в основание соединительный столбик. 7 воздушных петель. И опять полустолбики с накидом 2 в третью и дальше. И 3 столбика без накида. Соединительный столбик. Обрезаем ниточку, завязываем узелок. Если будете пришивать, оставляйте нитку, я буду приклеивать. Так, сейчас покажу. Вот смотрите, какие у нас с вами ножки получились. Такие бегут куда-то, бегут, бегут, бегут. Все, осталось самое интересное, совсем чуть-чуть собрать. И вот самое интересное. Сейчас мы будем приклеивать, я буду приклеивать ножки. Смотрите, вот так. А вы как хотите. Вы можете пришить. Вот такие ножки. Приклеили мы наши ножки. И теперь приклеиваем голову. Вот так вот я буду приклеивать. Можете ровно, можете вот так вот. Какой наклон головы вам понравится, такой и делайте. Опять же, можете пришивать. Ну, я буду приклеивать. Ушки, конечно, не приклеиваем, потому что, или не пришиваем. Они, когда будут топорщиться, будут такие забавные. Так. Ну что, вот так вот. И вот она, наша овечка. Бежит куда-то, сломя голову. Так, овечка наша готова. Если мы хотим останавливаться на аппликации, вот так она выглядит с изнанки. Можно ее куда угодно пришивать. Забавно, мило, интересно. И на детской вышивке, и на сумочке на каком-нибудь. В общем, наша аппликация, вот она готова. Смотрится замечательно. Но, естественно, я не останавливаюсь на этом. Я подготовила вторую часть. Вот смотрите, то есть я связала основу, которую мы делали по телу, только уже за обе стеночки. И теперь мы эту основу пришиваем
к нашей овечке. Если вы хотите, чтобы был как брелочек, с одной стороны будет мордочка, а с другой нет, вы можете сделать вот точно такую же заготовку тела. И тогда у вас получится, вы соедините, и у вас получится замечательная овечка-брелок. Я сейчас это делать не буду. Мне нужна овечка-магнитик. У меня попросили, я его делаю. Вот. И вместо еще магнитика можно, конечно же, сделать брошку. Брошка всегда замечательно смотрится. Такой придает шарм. Брошка ручной работы. Конечно, своеобразный стиль. Не каждый будет носить. Интересно, вы носите брошки, которые связаны или нет? Потому что знаю, из бисера многие носят. А вот брошки вязаные, но они такие милые. Особенно, конечно, сейчас дело к лету. И мы делаем овечек. Но на зимнюю одежду это будет что-то такое прям восхитительное, мне кажется. Напишите свое мнение, мне интересно очень. Так, здесь по ножкам просто пробегусь. Если мы хотим придать объему, можем добавить холофайбера, но совсем немножко, потому что овечка, она сама по себе очень такая уже пышная, видите? Ну, возможно, я чуть-чуть добавлю, совсем немножечко. В общем, все очень просто, элементарно. Тут самое дольше, это, наверное, вот шерсть вывязывать. А все остальное очень быстро. Я думаю, к Новому году можно понаделать море сюрпризиков таких. Для своих родных, для своих близких. Кто-то, может, на продажу делать будет, напишите. Делаете, нет? Я что-то на продажу не делаю. Не умею продавать, умею только делать. Я всегда всем дарила. Так, и немножко холофайбера добавлю. И вот самая простая и самая быстрая овечка готова. Заднюю стеночку я заделала. И смотрите, теперь можно очень даже смело либо приклеивать магнитик, и у вас будет шикарный такой сувенирчик на холодильник. Или для себя сделаете. Либо можно пришить вот заготовочку для броши. И у вас получится такая милая брошка. Причем ее можно цеплять не только на одежду, но и на сумку, на ту же какую-то тканевую. Или на джинсовку можно одевать брошечку. Очень даже красиво. Вот такой был сегодня мастер-класс. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, эта овечка подарит вам улыбки, радость. Всего хорошего. Пока!